80-х, когда, как говорится, делали вещи, компания Yamaha обрадовала фанатов эндуро по всему миру и выпустила на рынок один из самых популярных внедорожных мотоциклов – Yamaha DT200. Оно и не удивительно, потому что он имел гоночное наследие от знаменитой кроссовой серии байков YZ. Мотоцикл был настолько удачным, что производился в 80-х, в 90-х и даже в 2000-х. Конечно, за это время модель модернизировалась и выпускалась на различные рынки с небольшими изменениями под названиями DT200, DT200R, DT200VR и VR200R. Вне зависимости от версии, мотоцикл имеет очень мощный и отзывчивый одноцилиндровый двухтактный двигатель с жидкостным охлаждением, объем которого составлял от 195 до 199 кубических сантиметров. Он выдает от 27 до 33 лошадиных сил максимальной мощности на 8500 оборотов в минуту и от 23 до 27 ньютон-метров крутящего момента на 7500. За питание отвечает либо 28, либо 30-мм карбюратор Mikuni, который устанавливался на VR200R. Кстати, именно на этой модели появился пластиковый 10,5-литровый бак против железного 10-литрового ODT-200R. Такую высокую максимальную мощность в 33 лошадиные силы для 200-кубового класса получилось снять благодаря внедрению технологии из гонок от мотоциклов YZ. В первую очередь это появление на гражданской версии системы YPVS, которая представляет собой не что иное, как клапан. Он расположен сразу за выпускным окном. При уменьшении оборотов коленвала клапан частично перекрывает выпускной канал и создает эффект, будто бы окно становится ниже. В результате двигатель работает так, будто угол открытия выпускного окна сокращается с 200 до 160 градусов. По мере закрытия клапана максимум крутящего момента смещается в сторону низких оборотов. Изменяя высоту выпускного отверстия, клапан YPVS эффективно изменяет и мощность двигателя, обеспечивая оптимальную отдачу и крутящий момент во всем диапазоне оборотов. Следующей позаимствованной гоночной технологией, которая значительно увеличила характеристики малыша, стала новая запатентованная система Yamaha Energy Induction System, о которой я уже рассказывал в недавнем выпуске, но все равно напомню. Это первая бустерная система для двухтактных двигателей, которую Yamaha изобрела еще в 80-м году и использовала на кроссовых моделях YZ. При тестировании на реальных мотоциклах было подтверждено, что экономия топлива составляет около 10%. Визуально это черная коробочка под баком, которая шлангом соединяется с впускным патрубком. Это создает своего рода резервуар между карбюратором и цилиндром. В диапазоне 2000 оборотов в минуту на малом газу, когда впускное отверстие или герконовый клапан закрываются, возникает давление, создаваемое внезапной остановкой потока топливно-воздушной смеси из карбюратора. Часть этого давления поступает в баллон-резонатор, а затем выходит обратно. В результате обеспечивается более плавная подача топлива на низких оборотах, что помогает предотвратить всплески. На определенных оборотах эта система также выполняет функцию гасителя колебаний газов между камерой сгорания и карбюратором.
Подвеска DT200R состоит из обычной передней телескопической вилки, ход переднего колеса 272 мм. На модели VR200R устанавливалась уже 41-мм перевернутая вилка, которая значительно повысила управляемость. Сзади алюминиевый маятник и моноамортизатор с выносным резервуаром. Ход колеса также 272 мм. С самого начала выпуска заторможения DT200R спереди отвечал 230-мм диск с однопоршневым суппортом. Однако с 1989 года к нему вместо заднего барабана присоединился и 220-мм диск. На версии VR200R с самого начала стоял 245-мм диск спереди и также 220-мм диск сзади. В снаряженном состоянии мотоциклы весят около 122-125 кг. Максимальная скорость 150 км в час. Благодаря легкому весу и мощному двигателю мотоциклы отлично справляются с бездорожьем и доставляют массу удовольствия.